Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будет сварочная маска от Andeli. Фирма Andeli. Да, друзья, на коробку не обращаем абсолютно никакого внимания. Маска приехала не в своей коробке. То есть здесь у нас есть совершенно другая маска. И то, что написано на коробке, мы с вами игнорируем. Итак, поехали. В комплекте у нас защитное стекло внешнее. Вот так оно выглядит. Уж извините, распаковывать не буду, думаю, всем и так все понятно. Конечно же, приехало все шикарно упаковано во вспененный полиэтилен. Имеется, друзья, инструкция. Инструкция у нас уже к нашей масочке, но не совсем. Кабель зарядки USB-A на micro-USB для зарядки фонарика. Внутреннее защитное стеклышко и сама инструкция к нашей маске. Но не совсем нашей. Почему? Потому что в нашей маске вот в этом районе встроенный фонарик. Здесь же этого фонарика нет. Но инструкция, друзья, довольно подробная. Все, что нужно, написано, расписано и показано. Коротко и понятно. Марка нашей маски ADL MA900VL. Я в шутку говорю, что маска 900 уровня. Не знаю, опять же, с фонариком будет какое-то там название меняться, маркировка или нет. Ну, если что, то я приложу модель в описании и в названии. Если что-то, найду другое. Ну и сама, конечно же, маска, друзья. Все пришло, опять же, по отдельности упаковано. Мешок отдельно, маска отдельно. Все шикарно было упаковано. Я уже это все дело сложил вместе для удобства, так сказать, показа. Мешок довольно качественный. Видите, уголки даже прошиты. Мешочек такой а-ля рюкзак. Вот как детки ходят, носят, допустим, спортивную обувь или одежду в школу. Мешок очень, друзья, качественный. Итак, вскрываем, смотрим нашу маску. Барабанная дробь. Так, зацепились наши эти барашки. И вот такая вот, друзья, маска. Встроенный фонарик. Вот я эту маску и хотел ради этого, грубо говоря, фонарика. Ну, конечно, и не только. Ну, исполнил свою мечту. Значит, друзья, на AliExpress такие маски стоят в районе $100. Там плюс-минус 96, 101, как-то так. А то 11.11 я нарвался на Озоне, на распродажу и на эти маски, друзья. Была распродажа двух цветов, сугубо в черном цвете и вот такая вот, как я вам показываю. В черном цвете там продавалось порядка 50 штук, а вот в таких в сером цвете порядка там 39, наверное, 42 маски. Я хотел именно в сером цвете. Пока моя хотелка сработала, я решился купить. Эти маски просто разобрали. Ну, расстроился, конечно, но нет, таки нет. Черную я не хотел заказывать. Потом вечерком, приходя с работы, открываю телефон, смотрю, а маска одна появилась. Кто-то либо отказался, либо не знаю, что там произошло. Я ее, короче, и хватанул. Ну и вот получил. Маска шла, друзья, хоть заказана на Озоне, шла с Китая. Огромный респект моему товарищу Дмитрию за помощь в ее получении. Вот. Ну и вот так наша масочка выглядит. Просто супер. Пластик мягкий, легкий, качественный. Давайте мы сразу с вами сделаем контрольное взвешивание, друзья. Посмотрим, сколько наша маска весит. Многим это интересно. Только не знаю, как ее положить. О, 720 грамм. Надеюсь, вам видно. Больше нас тут вес ничего не интересует. Ну и вот так вот, друзья, внутри наша маска выглядит. Давайте начнем с фонарика. Фонарик имеет два органа управления, то есть две кнопочки. Включение-выключение и кнопочка изменения яркости. Давайте включаем наш фонарик. Вот так это все дело выглядит, видите. Все по красоте, все шикарно. Конечно же, не без минуса. Минус сейчас я вам покажу. Ну и наблюдайте изменение яркости. Только два режима. Меньше и больше. И какой же минус, друзья? Минус в том, что, смотрите, внутри нашего цветового пятна есть вот такое вот темное пятно. Не пробовал, пока не знаю, будет ли оно мешать при работе, но пока я отношу это к минусу. Выключаем наш фонарик, едем дальше. Не сказал, что здесь есть гнездо зарядки micro-USB. Вот, заряжаем мы данным кабелем просто от телефонной зарядки, либо от компьютера, от чего хотите. Значит, что у нас по изголовью? Вот такое изголовье. Не скажу, что супер шик, но в принципе нормальное. Здесь у нас вот такая вот супер мягкая резинка с выступающими ромбиками, которая цепляется за голову, дай бог. То есть маска никуда не болтается, не шевелится, если, конечно, все размеры вы подогнали. Очень классная и плавная регулировка имеется.
Вот. На любую головешку, и большую, и, друзья, маленькую. Вот. Здесь мы имеем просто, они поступили таким вот образом, просто поролончик обернули и на 3 вот таких вот пластиковых клипсы. Почему нельзя было сделать так же и с этими шлейками, я, друзья, не знаю. Вот. Все у нас здесь поворотное, поджимается вот этими боковыми барашками, слабже, сильнее, кому как уже удобнее. Значит, изголовье наше снимается полностью. Здесь у нас есть 2 таких вот лепестка снаружи и вон там внутри. То есть нажимаем эти лепестки и просто вот видите, снимаем, вытягиваем. То же самое касаемо и здесь. И наше вот это изголовье все у нас остается в руках. Имеется регулировка поворота маски. Вот этот вот регулятор. То есть поднимаем наш флажок и перемещаем куда вам угодно. Тем самым срабатывает вот здесь вот упор. Видите, упор, который не дает нам более повернуть нашу маску. Такой регулятор только стоит с одной стороны. Имеется 2 боковых окна, полностью зеленые. То есть маска идет, позиционируется как маска с обзором на 180 градусов. Ну и вот наш непосредственно экран, который снимается очень просто, одной кнопкой. Вот кнопку нажали, подняли экран кверху, вытянули. Установка: 2 зубчика, 2 окна. Попали в окошки, нажали кнопочку, опустили, все. Все установлено, все держится, друзья. Итак, извлекаем наш экран и будем уже работать по экрану. Экран, друзья, у нас цифровой, имеет 3 настройки, то есть чувствительность, затемненность и время срабатывания. Имеется кнопка включения и выключения нашей маски. Имеется кнопка выбора режимов. То есть режим гриндинг, режим велдинг и режим резкий кут. Также имеется у нас индикатор, когда наша батарейка сядет. Как включается маска? Нажатием более 2 секунд. Все, наша маска включилась. Мы здесь видим, сверху у нас горит weld. То есть настройка сварки. Кнопкой моды мы меняем эти настроечки. Сейчас у нас настройка резки и настройка гриндинга. И так по кругу. Значит, чтобы поменять, допустим, настройку затемненности, шаде, вот эта кнопочка. Ее нажимаем, загорается только шада, и дальше уже регулируем любую с вами настройку. Допустим, 13 поставим, да? Все, у нас запомнилось, сохранилось. Да, друзья, обращаю ваше внимание, что на Алиэкспрессе очень много отзывов негативных по тому, что наша маска не сохраняет настройки. Вот, перед покупкой мной был задан вопрос продавцу, действительно ли это так. Продавец сказал, что, друг, не волнуйся, все настройки, все отлично сохраняется. То есть эту маску я купил на свой, друзья, страх и риск. Запоминаем. Мы с вами настроили 13, 2, 3. Выключаем нашу маску. Выключили. Вынимаем наш экран из рамки. Вот таким вот образом. Видите, вот этот вот зубчик оттягиваем. Вынимаем. Кому интересно, давайте я продемонстрирую вот данный номер, который здесь у нас есть. Наоборот. Надеюсь, что-то там можно разобрать. Вот, выняли мы из рамочки и все запомнили параметры. Вынимаем батарейку. Батарейка находится у нас здесь. Вот здесь есть просто ущик такой. Ногтем поддеваем, вытягиваем батарейку. Батарейка у нас, друзья, CR2450, литиум, цел, что там, Japan даже, да, японская батарейка. Нажимаем для убедительности множество раз всяких кнопочек, дабы разрядились конденсаторы, которые у нас там, конечно же, присутствуют. Вставляем батарейку, включаем нашу маску. И мы видим, друзья, показания остались сохранены. То есть, не знаю, не то люди не умеют, не то, что они не так делают, что у них не сохраняются показания. Все отлично и шикарно сохраняется. Теперь, друзья, проверим наши датчики. А их у нас 1, 2, 3, 4. Многие ведут споры, что
это не солнечная батарея, а это вот не солнечная панель, а именно основной датчик, который срабатывает на вспышку. Я же это сейчас опровергну. То есть давайте проверим, работает ли у нас все 4 датчика. Для этого закрываем вот таким вот манером наш датчик. 3 датчика закрываем, оставляем один. Так, как же тут, чтобы было только видно. Хорошо. Вот у нас один датчик. Надеюсь, белые мои буквы на столе вам видны. И сделаем чирк. Видите, сработка пошла. Закрываем второй датчик. Делаем чирк. Так, вот так. Видите, срабатывает. Третий датчик. Срабатывает. Четвертый датчик. Срабатывает. А теперь нам надо умудриться закрыть наши все 4 датчика, оставить маленькую полоску, чтобы мы смогли с вами видеть сработку. Так, как же нам тут буквы наши? Ну вот буквы, да. И чиркаю зажигалкой. Никаких сработок, друзья, нет. Вот. Только одна солнечная панель открыта. Давайте еще разок. Видите, никаких сработок по солнечной панели у нас нет. Поэтому солнечная панель у нас никоим образом не отвечает за сработку. Может, в каких-то других датчиках, вернее, вот этих экранах она и отвечает. Так, настройки. Давайте покажу по-быстрому настройки. Хотя я, наверное, уже вам показал, и все стало понятно. Хотим мы, значит, настройки сварки. Меняем настройку шаде. Нажимаем и переключаем вот куда нам надо. 11, допустим. Все, у нас сохранено. Потом настройка задержки. Delay. Вот она. Опять же настраиваем, допустим, 5. Все сохранено. И настройка чувствительности. Вот она. Опять же этой кнопочкой мы делаем какие-либо там переустановки, перенастройки. И все у нас сохранено, друзья. Если нам надо, допустим, резать, вот вам настройки на плазморез. Если нам надо, опять же, что-то там болгаркой подчистить или на гриндере поработать, пожалуйста, вам настроечки гриндера. Только шаде имеется. И то не переключается. Установка одно значение, видите, 4. И все. Хорошо, давайте мы проверим тогда резку. Шаде. Резко у нас работает. Давайте все функции. Тоже работает. И у нас остается delay. Все работает. Все, друзья, работает. Все сохраняется. Все шикарно. Ну, опять же, у нас есть надпись «Снимите защитную пленку для работы». Все, друзья. Сейчас нам остается что? Пойти проверить, как это все дело у нас работает и показывает. Не знаю, как вам продемонстрировать. Видите, 100 отражений, но цвет не меняется. Нету такого зеленого цвета присутствия. Поэтому я думаю, что это True Color. Как и указано, как и рассказано. Короче, друзья, идем в гараж, попробуем 3 вида сварки. Это у нас полуавтомат. Попробуем сварочку электродом и попробуем тик-сварку. Как это все будет работать. Единственное, я опять же, друзья, не профессионал. И второй вопрос, это я никак не умею снимать так красиво, как вот есть люди на ютубе, которые снимают все эти вот сварочные ванны и процесс сварки. Поэтому уж как получится, так получится. Вперед! Всем привет, друзья! Продолжаем нашу эпопею по маске. Значит, немножко хочу вас огорчить. Сам огорчился и вас огорчу. Подготовил я для вас вот такой вот сюрприз был. То есть хотел показать все буквально режимы, как видно в этой маске. И, соответственно, миг, ММА, тик-сварка и плазморез. Но снято было мной множество кадров, переварено множество разного металла. Вот здесь тоже у меня валяются пластины, некоторые уже в мусорке валяются. То есть не получается у меня, друзья, снять четко и красиво. То есть самое хорошо видно это ММА сварка, как в маске варит, а остальное все почему-то телефон не фокусируется. Как я уже сказал, было снято множество кадров, наверное, кадров 100.
Вот, потом домой пришел смотреть, и все как бы пошло это дело в мусорку. Поэтому вы уж извиняйте, сегодня посмотрим ММА сварку, вот как видно через эту маску. Ну, конечно же, телефон не передает того вида, но все равно по-другому никак. Значит, вот это моя старая маска, которой я тоже полностью доволен, шикарно все видно, но немножечко она, друзья, зеленит. Значит, сейчас пойдем на улицу, я вам продемонстрирую, как видно в этой маске и как видно в этой маске. Значит, друзья, вот так вот видно в моей старой маске. Видите, немножко, конечно же, отдает зеленым, но все четко видно при сварке, как я и говорил в моем, вот уже не знаю сколько, 3 года, наверное, назад у меня был этот обзор. Вот, и небо голубое даже просвечивается, ну, как бы все видно. Маска, я доволен. Но она, конечно же, в 2 раза дешевле. Но вот так, друзья, видно в новой маске. То есть, считай, 1 к 1. И небо голубое тебе, и все видно просто шикарно. Вот, чтобы вы не говорили, что я просто снимаю, я сейчас отнесу телефон. И видите, что я снимаю вот в этой новой маске. Ну, а боковые стеклышки у нас, конечно же, зеленые. Вот такая вот красотень. То есть, естественные полностью цвета. Итак, народ, пробуем с фонариком. Что у нас получится с фонариком? На качество швов внимания не обращаем. Очень неудобно варить и снимать в таком положении. Видите, кадр просто с краю получается. Просто отобью шлак ради того, чтобы было что-то, хоть бы что-то видно. Вот. И еще кадр попробуем, наверное, сделать, друзья, без фонаря. Итак, пробуем без фонарика. Вот такая красота получается. Конечно же, на швы внимания не обращайте. Я не профессиональный сварщик, но вот, тем более варить очень неудобно, стоя, в приседе, в полуприседе. Вот это я отбиваю ради того, чтобы показать больше, что видно у нас в кадре. Итак, народ, варил я, значит, на вот каких настройках. У нас здесь есть полностью настроечки, затемнения относительно ампеража. Сварки, меги, магии, ММА, резко, все здесь, друзья, указано. Вот. Но здесь указано, что на 100 амперах мы можем варить, так сказать, девяточкой. Да, я пробовал девяточку, все отлично видно, шикарно, но, опять же, сколько я раз переснял эти кадры, и у меня все время получались засветы, то есть особо не было хорошо видно. И вот эти вот кадры вы видели на 13-й, друзья, настройке. А так варить, да, на девяточке самое то. 9-10 супер. Есть такая вот табличка. Ну что, наверное, пойдем посмотрим
режим гриндинга, да и, наверное, закончим это видео. Итак, в режиме гриндинга у нас ничего нигде не будет затемняться. У нас стоит 4 в настройках и, как вы помните, ничего не меняется. Ну, давайте попробуем, что получится, что у нас видно. Ну и вот, друзья, видите, видно все точно так же, как и глазами, грубо говоря, немножко притемнено, но все шикарно, просто видно и безопасно работать. Не знаю, как вот защитить стекло само полукруглое, так как оно, видимо, будет дорогое от этих искр. Может быть, купить какую-либо пленку и вырезать от компьютера, ноутбука. Так, народ, скажем пару слов о данной маске. Маска, как вы сами поняли, либо не поняли по видео, не знаю. Ну, поверьте мне на слово, что маска просто шикарная. Цветопередача, все как, так сказать, как мы видим, так видим и через маску. Ну, соответственно, стеклышко немножко у нас изначально притемнено. Вот огромным плюсом, конечно, есть фонарик с его огромным минусом, этим темным пятном. Но, опять же, при сварке этого не видно, а видно только во время переключения маски на режим, ну, на светлый режим. Многие скажут, что ты маску показываешь нам без этих вот регулировок выносных, друзья. Вы, наверное, заметили, что моя и прошлая маска, и эта маска без выносных регулировок. Так как я их не люблю, так как я ими наелся, где-то что-то варишь под машиной, либо в каком-то углу, постоянно цепляюсь я этими настройками, и они сбиваются, особенно осветление, вот это вот режим притемнения шадов, или шады, как он там называется правильно. И ловлю постоянно, ну, ловил до этого зайцев. Сейчас же у меня все нормально. Вы же можете прикупить себе любую другую маску, если вам нравится, с боковыми этими вот выносными настройками. Так, теперь что? Одену маску, посмотрите, как эта маска выглядит на мне. И, наверное, на сегодня мы с этим видео покончим. Вот так, народ, видно. Смотрится, вернее, эта маска. Просто шикарно и отлично. Все, друзья, на сегодня я хочу с вами проститься. Ссылку, как обычно, я оставлю в описании к видео. Оставлю, опять же, ссылку на Алиэкспресс, так как на Озоне этих масок уже, друзья, нет. И смысла оставлять, соответственно, ссылку нету. Может, просто поищите, может, когда-то в какую-то распродажу они и будут выставлены. На этом всем спасибо, всем огромного здоровья. До новых видео. Желаю, чтобы все.